Присевисет. Посошли си гусуля ся тисить. Друсук. Никакой перевод не поможет. Искусственный интеллект сдался. Но ты ведь понял? Почему? Потому что ты был там, в этом дворе, где солнце плавило асфальт, а под скамейкой пряталась коробка из-под кассеты. И каждый второй говорил на шипящем, нелепом, но своем уникальном языке. Это был кирпичный язык, который мы выдумывали на лету ради игры, тайны, кайфа, когда тебя понимают только свои. Сейчас ты нырнешь в омут ностальгии, где все звучит странно, но слишком знакомо. Представь, жара, двор, мы сидим на перевернутом батуте или трубах, в руках лимонад из автомата. Один из нас достает мятый клочок бумаги. Там криво написано «Пошили-шли гулюля лить» до труширно. И никто не спрашивает, что это значит. Мы все сразу понимаем, нам пора. Мы даже спрятали свою конституцию языка с правилами и примерами в коробку от Терминатора 2 и перемотали ее резинкой от волос. Никто ее не нашел, и вполне возможно, что она до сих пор в подвале под 4-м подъездом. Но если кто-то скажет мне «пошили-шли», я вовсе не думаю. Я просто встану и пойду. Как мы это извращали? Берешь простое слово и начинаешь его крутить. Вставляешь внутрь всякую чушь. Шир, мур, ток. Главное, чтобы звучало странно и интересно. Кот превращается в корот, привет в присевисет, а школа в шковолова, а гулять в гулю-ля-ля тисить. Вот мои любимые слова. Пельмени, писель месе неси, домой, да самосой, контрольная, кассантрасольна сая. Мы даже пытались вести словари, но забывали их буквально через неделю, потому что правила менялись. Кто-то снова придумал новый шифр, и тебе нужно учить все заново. И чаще всего все заканчивалось тем, что кто-то пытался сказать «контрольная пятницу», и все мы просто умирали со смеху. Свои и чужие. Этому языку никто не учил. Он просто как бы был. Начинаешь говорить, и сразу понятно, ты свой или нет. Он работал только во дворе, только вживую и только среди своих. Ошибся в слоге, и все, ты изгой. Как будто бы пароль ввел неправильно. Мы говорили так, чтобы взрослые не понимали, чтобы мелкие не мешались, чтобы был какой-то свой замкнутый мир. Мы не одни. Мы думали, что это мы такие гении, но нет. В Швеции равспракет удваивают согласные и вставляют «о». Из «хей» получается «хохайой». В Испании ерегонза гласные повторяются с «п». Хола – хополапа. В США уби-дуби. Перед гласными вставляют «уп». И «хелло» превращается в «хубе-лубо». Ни интернета, ни тикток, но по всему миру дети делали одно и то же. То есть мы не были одни, и у каждого был свой отдельный двор. Но фишка одна на всех. Расшифруй-ка вот это и проверь заодно себя. Вот фраза. Посотпиши сисись на касанасал, друсук. Понял? Если да, ты в теме. Пиши в комментариях свою фразу с детства. Только, пожалуйста, не переводи. А если не понял, тоже пиши. Может, кто-то расшифрует. Давайте соберем в комментариях словарь кирпичного своими руками. Может быть, восстановим его заодно. Почему искусственный интеллект не справится? Я дал нейросети десяток фраз. GPT даже подумал и с треском провалился, потому что его не было с нами. У него не было двора, друзей с кличками и фразы «пошили-шли» вместо «пошли». У него нет того самого смеха, когда ты говоришь глупость и все прям валятся на асфальт. Кирпичный язык вовсе не в логике, он в том моменте, и туда машинам не зайти. Честно признаюсь, я не помню формулу дискриминанта, не помню, как звали учительницу по математике, но «восодаса» помню, потому что в этом слове все. Жара, дворовая пыль и чипсы люкс за копейки. Это был телепорт, прям секретная команда. Включить лето и отключить взрослую чушь. Один слог, и ты снова там. Глупый, счастливый и настоящий. Эсперанто и такипона – это то же самое? Я вот задумался, а может люди, которые придумали эсперанто, такипон или межславянский, хотели того же? Не глобализации, а просто своего языка, чтобы понимать и быть понятым, без переводчика. Я говорил посокоса, кто-то миволос пароли кунви, кто-то токипона тавасина, кто-то говорим едноязычно. Разные слова, но смысл-то один. Ну что ж, теперь твой ход. Напиши в комментариях фразу на своем детском языке, но только, пожалуйста, не расшифровывай. Пусть поймут только свои. А если кто-то отзовется, значит вы все еще говорите на одном языке. И вполне возможно, что учились в одной школе или росли в одном дворе. Усумисенеся все ше. Стресетисимсяща с косами сента сариях. Блин, вроде где-то косякнул. Фасантаса.